Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить модели игрушки УАЗ-469 в масштабе приближенном к 1:43, которая выпускалась на Одесском производственном объединении «Черноморская игрушка» с 1987-88 по 1994 год. Данную модель очень часто путают с УАЗом от херсонского электромаша, и в этом частично есть доля правды, так как первоначально все разработки пластиковой модели УАЗ проводились именно на херсонском заводе. Затем у херсонской модели было несколько доработок и изменений в документации и пресс-формах, а собственно самую первую форму и передали в 1987 или 1988 году в Одессу. По отличиям модели расскажу чуть позже. Игрушка модель Одесского завода была пластиковой, открывающей частью был только капот, но кроме этого модель могла комплектоваться съемным тентом или передней рамкой ветрового стекла, без самого стекла, чего не было у херсонской модели. Также к съемной части можно отнести еще и запаску на заднем борту автомобиля, которая часто при попытке ее снять отламывала пластиковый штырь на задней части. Таким же слабым местом была еще и передняя рамка стекла, у которой отламывались штырьки крепления к корпусу. Более ранние модели УАЗика были разборными, и днище к корпусу крепилось шурупом и защелкой. Сегодня очень многие путают модель УАЗ-469 от Херсонского и Одесского завода, и если честно, то я и сам до подготовки к этому видео не мог их отличить. На самом деле визуальных отличий очень много, которые были обусловлены прежде всего тем, что после поступления пресс-формы на Одесский завод, она там была или доработана, или капитально отремонтирована, что видоизменило некоторые детали кузова. Если не брать во внимание некоторых умельцев, которые собирают из Одесской и Херсонской модели одну какую-то сборную игрушку с признаками как одного, так и другого производителя, то самыми явными отличиями, которые сразу бросаются в глаза, являются: отсутствие у одесской модели лючка бензобака справа, а левой немного другой формы. Совсем другая облицовка радиатора. Воздухозаборник за капотом у херсонской модели утоплен, а у одесской выпирает. На днище у одесской модели надписи нанесены как бы вверх ногами и с разных сторон, если сравнивать с херсонской. Другие по форме детали редукторов на мостах, свой двухспицевый руль и передняя рамка стекла, которая была только у одесских УАЗиков. Диски колес также были другими по форме, и одесские поначалу были даже со ступицами. На одесских моделях с тентом отсутствуют дворники на лобовом стекле, разделяющая рамка тоньше, углы всех окон более закругленные, а тент более зернистый. Также имели отличия фары, поворотники, ручки дверей, номерная рамка, крепление, сиденья и другие детали. Ранние одесские УАЗики были с тентом и более качественно отлиты по сравнению с поздними. Диски колес были с резиной и со ступицами. Фары были прозрачными, а днище было на шурупах. Цена на данной модели была 2 рубля 20 копеек. Позже УАЗы стали еще и с рамкой лобового стекла, имели уже цельнолитные пластиковые колеса, литье уже было не таким качественным и брак встречался чаще. Фары стали ставить уже цветные. Самые поздние модели ко всему перечисленному были уже не на шурупе, а на запайке. Цена на них была уже 3 рубля 30 копеек. Коробок на одесский УАЗик было два варианта: цветная и простая белая картонная с чернильным штампом. Позже машинки продавались вообще в пакетиках со вкладышем, а потом и вообще без упаковки. Цена на одесский УАЗ в последнее время немного возросла ввиду повышения интереса к продукции одесского ПО «Черноморская игрушка». Целую модель без коробки позднего выпуска на аукционах продают за 1-2 доллара, с коробкой от 10 долларов, а цены на ранние модели на резине и с коробкой доходят до 40-50 долларов. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора и интерес к моему каналу. До новых встреч в эфире и пока-пока.